Давай, побыстрей! Вы тоже уходите из дома! Уходите из дома! Много новостей из Дагестана, там наводнение страшное, и как последствия этого наводнения публикуются новости, дом упал просто, и пока что есть информация, что там могли быть люди. Много кадров с места, база публикует: в Махачкале из-за наводнения обрушилась многоэтажка, еще в 4 соседних домах по стенам пошли трещины. Из-за наводнения фундамента дома на улице Газопроводной начал проседать фундамент. А после этого здание рухнуло на глазах у десятков очевидцев. Внутри могли оставаться люди, жильцов соседних домов попросили срочно эвакуироваться. По данным базы, по стенам минимум 4 зданий пошли трещины, здания под угрозой обрушения. Почему это все по факту узнается, я понять не могу. Есть службы, я в строительной компании работал, в принципе, из 7 строителей. Такие вещи проверяются. Если пошло наводнение, тут же должны комиссии ходить, проверять фундаменты. Там есть специальные для прозванивания инструменты, это не сложно, недолго. И вот такая в результате ситуация происходит. Все это очень странно. Денег огромное количество в России. Они куда уходят деньги-то, надо выяснить. Поток воды смыл жилой дом в Дагестане. Также публикуется новость. Это на Мэш. Тоже они дополняют это ужасающими кадрами. Есть угроза обрушения 7-этажки, жители экстренно эвакуируют. Помните, было подтопление тоже? Шаман еще приехал, ему 20 миллионов за выступление дали, люди такие, а люди без крыши над головой. У меня полное ощущение, что власть, она живет в каком-то своем мире. Они там слушают песни этого шамана, он себе микрофон засовывает. И они балдеют от этого, что ли. Я к чему? К тому, что нет на этой реакции такой, какая должна быть. Вот еще раз, эти дома падают, уже сколько идет информация о том, что вот это наводнение совершенно ужасающее. Там должны были ездить МЧС с этим, прозванивать дома срочно, отселение. У шамана все забрать, что им из бюджета дали, потому что на дело надо пустить. Не только шаман, там лепсы. Почему шоу-бизнес? Шоу-бизнес там такие цены, если кто-то пропускал эту информацию, им платят за 40 минут по 20 миллионов, кривляне под фонограмму, они уже многие попадались на фонограмме. А сейчас вот просто скажут, что нету ресурсов. Ну, я просто, а что еще могу сказать, если их привлечь к ответу? Тех, кто за это несет ответственность. Но почему сразу все люди не эвакуируют? То есть дом стоит, там люди, дом падает. Дом не то, что стоит, он плавает. Там, понятное дело, вода, естественно, там подмывать будет. Это какая-то странная история изначально. По данным Мэш, власти перекрыли улицы Петра I и Расула Гамзатова. В город нельзя въехать с севера. На газопроводное здание панельного дома начало рассыпаться. Мэрия просит жителей, опять нас о чем-то просят. Мошенники просят, не доверяйте мошенникам. Преступники просят, значит, не знаю, что. В общем, нас все время о чем-то просят. А мы все время им платим. Мы им платим, у нас уже нахрен нету, как самим решать эти вопросы. Нам говорят, вот делайте так. Мое предложение перестать платить налоги. Я просто, хотя бы для начала, просто чтобы тогда будут деньги, на которые мы будем что-то это делать. Будем, значит, мошенникам не доверять, будем спокойно переезжать в другой дом, если потопило. Почему? Потому что налогов хорошо забирают. Если их не отдавать, а куда-то складывать, то будет мобильнее народ. Мэрия просит жителей близлежащих зданий оперативно покинуть помещение. Покиньте, пожалуйста. Это эвакуировать, а там, может быть, кто не хотящий. Покиньте. Ну, не покинул. И это не шутки. Сколько было случаев, можете забить просто. Замерз пенсионер. Забейте, и выпадет не единичный случай. Человеку выключили, например, отопление, когда он перестал платить. А он лежащий, больной. У него был какой-то социальный работник. Этот куда-то делся, социальный работник. Не знаю, к нему вопросы. Ну, естественно, вопросов не было. Человек замерз зимой. Не говоря уже о том, что женщина как-то замерзла, которую в больницу не пустили. Она пришла, минус 20 в доме, у нее не отопление, ничего, замерзла. Ну, в частном доме. И таких случаев море. И такое обращение давайте сами. Куда? Просят, значит, покинуть помещение. Ну, в любом случае, конечно, уже теперь покинуть. Они уж, наверное, сами понимают, что теперь покинуть. Уж, наверное, покинули. Кто мог, а кто не мог. Наверное, соседи его на руках несут. Где спасатели? В Хасавюрте потоки воды смыли рынок. Продавцы из соседних районов пытаются спасти товар. Передвижение по городу затруднено. Некоторые плывут на лодках. В Карабудах-Кхеянте вода вышла на дорогу, к спасению людей подключаются десятки неравнодушных жителей. Сами себя спасают, соседи. Ну, я все время говорю, объединяйтесь друг с другом, домовые чаты, еще что-то. Не знаю, кассы взаимопомощи создавайте. Ну, вы же видите, что... Ну, сами все видите, короче. Многоэтажный дом также вот опубликуют со своей стороны, это news.ru. Рухнул из-за потопа в Дагестане. Потоп виноват. Ах, это потоп виноват. То есть это... Жили, не знали, что, оказывается, там какие-то холодные, теплые слои, что бывают дожди и грозы. Да, не может быть. В Москве все каждый раз не знают. Каждый раз дождь, каждый раз люди купаются, просто этих кадров в море. Каждый дождь, каждый это потоп. Все тоннели, все заливает. Ну, уже поговорили про то, что Собянин плохой хозяйственник. Хозяйственник-то он, может, и плохой, но он чем-то хороший кому-то. Но мы в личную жизнь лезть, наверное, не будем. И поэтому каждый дождь, и каждый раз округленные, удивленные глаза.
тех, кому мы платим очень много налогов. Дом в Махачкале сначала начал уходить в грунт, а потом и вовсе обрушился. Жители соседних многоэтажек, слова поддержки в любом случае, конечно же. В городе введен режим ЧС, а улицы ЧС они ввести могут. А людей выводите сами, сами выходите как-нибудь. Или помогайте друг другу. Вот так вот. Спасение утопающих – дело самих утопающих. В таком мире и живем. И на этом фоне нам все время что-то втуливают. Про то, какие всемогущие, все моем, всех победем. Что за фигня-то? Так в первую очередь своих победем сплошь и рядом. Мигрантов завозят миллионами из таких государств, там, радикальных, из этого самого Афганистана, из Индии. Ну, их нигде нет. Ну, правда, в Польшу все время роют какие-то тоннели, не знаю, может, как-то связано. Но сосульки падают, новость через новость, с крыши падает наледь, и гибнут люди. Все время тут сказки какие-то одни, а реальность, она с этими сказками даже примерно как-то, понимаете, не подточишь. Нет такого слесаря, который бы подогнал эти шестеренки, они неподгоняемые совершенно. Не знаю, ужасающая, как по мне, картина, друзья мои, пишите, как вы это видите. Ну, я это вижу. Еще раз, я на все смотрю, я не государственник, я антигосударственник. Вот специально банданку одеваю, чтобы лишний раз в каждом выпуске не говорить о том, что я за сначала права человека, право на жизнь, право на самоопределение, право на личное пространство, в общем, права. Если кто-то не в курсе, между прочим, все флаги борцов за, ну, собственно говоря, да, там, не знаю, за животных, за зеленые, у них всегда черное на флаге. Черное и какой-то свой цвет. Черное – это знак анархии, а анархия – это, то есть, первостепенно права и интересы человека конкретного. А дальше уже все остальное, там, государство и так далее. Вот. Поэтому у меня, короче говоря, один только призыв, друзья мои, берегите себя, учитесь объединяться, отталкиваясь не от того, что коллектив, колхоз, объединяйтесь с точки зрения, что вы личность каждый, имеете свою точку зрения. Если вам мешает кто-то, товарищ государства, может быть, значит, объединяйтесь с тем, кто вам поможет. Ну, я не знаю, касса взаимопомощи или какой-то совет, или еще что-то. Потому что совершенно неприемлемо и ужасающе на это смотреть. И это мы сейчас с вами разговариваем, знаете почему? Потому что мы живые. А тот, кто-то не живой, он даже в разговоре не принимает участие. И это не очень здорово. Я считаю, что это неправильно. Скобеева и с мертвыми умеет разговаривать. Так уж напомню, на всякий случай, как-то, когда была керченская стрельба, опять же, виноваты кто угодно. Мы виноваты, там, преступники виноваты. Все время кто-то виноват. Надо же. Для этого платить такие налоги не очень понятно. Зачем? Вот, она с мертвыми разговаривала. Там была Алина Керова. Она прямой эфир проводит, говорит: Алина, что там происходит? Она говорит: стреляют. А потом выясняется, что эта Керова, она погибла. И вот в тот момент, когда с ней разговаривали, она уже была мертвая. Скобеева с мертвыми разговаривает. Может быть, нам так новости воспринимать, что если что, мы захотим мнение тех, кто был вот в этих домах, и, да, и в подобных ситуациях. Может быть, нам через Скобееву как-то налаживать контакт? Может быть, на это расчет? Я все пытаюсь понять, за что плачу. За Скобееву? Ну, это я понимаю, что сказать, там у Скобеевой уже скоро пасть лопнет от того, сколько в нее засовывать, того, что вы платите и я платить. Там Симоняны, Скобеевы, они там, у них реп такие, их полотенцами утягивают, наверное, на ночь, чтобы их не порвало за ночь, понимаете, пока переваривать будут наши с вами налоги, пенсии, так сказать, и комфортное существование наше могло быть, стало их. И она, теперь понятно зачем, чтобы с мертвыми разговаривала. Да, зачем нам разговаривать с мертвыми? Да потому что у нас все мертвых-то больше, чем живых уже становится. Да, и чтобы это не выглядело, наверное, как смертность превышает рождаемость, давайте будем их тоже подтягивать в диалоги. Вот так. Будем с ними разговаривать. И идеологию будем строить на них, мертвую. Это много объясняет.